Что наобещали разработчики Ark 2? Всем привет, с вами Рирс, давайте разбираться. Подписавшись на мой бусти, вы бы смогли увидеть этот ролик раньше на неделю. Пища вам для размышления. Спасибо вот этим ребятам. Особая благодарность Николаю Сафронову, Матриксу и Миле. Ark Survival Evolved — это выживалка про приручение динозавров и других тварей, которая подходит к своему логическому завершению. До конца года нас ждет крупное обновление. Разработчики студии Wildcard, так сказать, подвяжут все хвосты. Добавят вступительный ролик и объяснят, как игроки попали на карту Аберрация. Нас подготавливают к новой части сюжета вселенной Ark, ведь на горизонте подает признаки жизни Ark 2. Ark 2 — это продолжение Ark Survival Evolved. О том, что старенькую выживалку ждет сиквел, стало известно в 2020 году на конференции Game Awards. Пообещали новый движок Unreal 5, новые механики, новую планету и Вина Дизеля в главной роли. Показали трейлер на движке игры с так себе анимациями людей и неплохой проработкой окружения. В целом трейлер вышел смотрибельный. Обещали игру в 2022 году, но, как это обычно бывает, перенесли на 2023. Но бонусом поделились свежей информацией. И плюс показали еще один трейлер. Итак, что же нас ждет? Все то же самое, что в Ark 1, только больше, лучше и круче, но с упором на первобытность. Это по-прежнему выживалка, но с расширенными механиками. Давайте по порядку разберем каждый из тезисов официальной информации по Ark 2, немножко порассуждаем и понапридумываем. Вин Дизель — главный герой. Это значит, что Вин Дизель будет играть роль персонажа Сантьяго. Дизель подарит для него свою внешность и голос. У него будет дочь Мика, голос актрисы Аулии Кравальо, та, которая из Моаны. Дизелю на протяжении сюжета предстоит защищать свою дочь от призраков древнего прошлого и видений нового будущего. Расскажет сюжет о предательстве, обещаниях и о семье. Куда же без семьи, если в событиях фигурирует Дизель? На сюжет будет большой упор, но пустят его фоном. Основную историю создадут сами игроки. У каждого выжившего в Ark 2 есть свой собственный уникальный путь в игре. Поскольку они формируют свое собственное племя, заводят друзей и пытаются вырастить существ и бла-бла-бла. Стандартное обещание для игр с мизерным сюжетом. Развлеки себя сам. Помимо записок и роликов после победы над боссом, скорее всего по миру будут распиханы дружественные NPC, как выживалки по вселенной Conan. NPC с какими-нибудь диалогами и крупицами сюжета. Дальше с Conan Exile параллели увеличатся. Еще один из вариантов подачи сюжета — это квесты или миссии. В Gen 1 и Gen 2 эту механику обкатали. Реализация не самая лучшая, но есть куда расти. Ну и конечно же данжи. По сути те же самые миссии, либо из Арка, либо данжики из того же самого Конана. Тоже кто-то там что-то там о чем-то там говорит, создает фоновый шум и пойдет. Остальное игроки напишут сами. Может, вообще нас будет ждать отдельный сюжетный режим, кто знает. Помимо Дизеля и его дочки в игре, ожидаются и другие актеры. Скорее всего, те же, что из мультсериала по вселенной Ark. Вин Дизель и там исполнил роль Сантьяго. Вот список актеров, которые могут заглянуть в Ark 2. Назову только самых популярных, а остальных посмотрите на экране. Рассел Кроу — это тот чувак из Гладиатора и Зевса из Последнего Тора. Джеред Батлер — царь Леонид из 300 спартанцев. Дэвид Теннет — один из докторов Кто. Рага Рагнарс — жена Рагнара. Или кого там она была жена. Карл Урбан, ну вы поняли, кто он, из Пацанов. И Мальком Макдаун из Заводного апельсина. Каст внушительный, много известных имен. Для таких звезд нужен отличный сюжет. А вот сейчас как раз и про сюжет. Внимание, спойлеры. По сюжету космическая станция Gen 2 разрушилась при убийстве Роквелл Прайма. При крушении включился аварийный протокол, и все капсулы с клонами людей запулили в космос. Благо рядом была планета, очень похожая на Землю и пригодная для жизни. На самом деле до этой планеты станция и держала путь. Клон Сантьяго приземляется на планету с другими выжившими, и дальше идет сюжет Ark 2. Да уж, лихо они закрутили сюжет. Прям как в каком-нибудь залипательном сериале. Кстати, если вы устали смотреть сериалы в плохом качестве и бесконечной рекламой, то у меня для вас отличное предложение. Заходите в онлайн-кинотеатр Премьер и смотрите новые сериалы, фильмы, шоу и ТВ-каналы. А по моему промокоду, который вы сейчас видите на экране, вы получите 33 дня бесплатного просмотра. Активируйте его на сайте premier.one. А мы продолжаем. Не забывайте еще игры в стиле Dark Souls. Так вот, Ark 2 планирует боевку Souls-like. Перекаты, увороты, блоки, комбо, спецприемы и так далее. Наиболее близкий пример — это, конечно же, тот же самый Conan и Atlas. Там как раз все это есть, но кривое. И навыки в том числе. Зачем нужна такая сложная боевка, если укус Рекса заблокировать или отпарировать вряд ли удастся? Как это все будет работать с динозаврами? Верхом на Рапторе я тоже смогу блокировать, мутить камбухи и прочее. Уже вижу дуэль Раптора с паразавром, где китаец на парике при помощи секретной камбухи выбивает все зубы Раптору. На такой бы бой я посмотрел,
скейл, а не вот эти вот ковыряния палкой в диких лагах. Флэшбэки в Last Oasis заставляют мой организм обильно потеть. Все эти боевки Souls-like хороши с пингом максимум 25, ну либо вообще в одиночных играх. Остальное граничит с предсказанием будущего. Или еще лучше, мега-про MLG игрок расстреляет кабину гигантозавру деревянной дубинкой. Надеюсь, получится играбельно, а не как обычно. Представляю, какой дикий рассинхрон ждет игроков с пингом выше сотки. Играл недавно в Конана и дропнул из-за пинга. Невозможно что-то делать в ближнем бою. Остается только играть через прислужников, чтобы они выполняли всю грязную работу. Наобещали бои на Дина более зрелищными, проработанными. Анимация атаки не будет проходить сквозь цели. Укусы будут разрывать плоть. Подшаманят регистрацию ударов. Одним словом, реализм. Я помню, как на старте Ark 1 в 2015 году можно было прокусывать животных сквозь структуры базы. Этого же не будет в Ark 2. Упор делается на примитивные технологии, скорее всего даже пороха не будет, ну максимум лук. На старте точно, что будет дальше, хрен его знает. Может моча ударит в голову и они опять сделают тег. Забудьте про вид от первого лица, теперь основная камера будет закреплена за спиной. На неофициальных серверах появится возможность включить вид от первого лица, если конечно админ согласится и настроит. Появится возможность лазать по стенам, паркур, скольжение, раскачивание и так далее. Разработчики уточняют, что перемещение по препятствиям будет похоже на Assassin's Creed или Zelda Breath of the Wild. Ну или опять как в Конане. Вы просто представьте, летишь такой на своем понтовом Терри, в полете спрыгиваешь, выполняя сальтуху, цепляешься за скалу и побежал как ассасин. Кайф. Обещают супер навороченную систему крафта. Оружие, а может и броню, можно комбинировать из разных компонентов. Ближайшая аналогия — создание кастомных рецептов в котелке в Ark 1 или крафт оружия в Fallout 4. Если поискать в интернете, то можно найти концепт-арты разного оружия. В крафте будут использованы различные части Дина: кости, когти, клыки и так далее. Даже запчасти космотанции. Судя по Тирексу Дизеля, можно предположить, что у диносов будет броня. Я надеюсь, что это будет броня, а не седло. Я бы хотел видеть пластины брони на отдельные части динозавров по аналогии с человеком: тело, руки, ноги, голова и так далее. Если в игре появятся вариации из разных пластин, например, одна пластина будет давать броню, другая пластина будет давать шипы, что приведет к возвращению части уронов противника, то я буду очень рад. Естественно, у брони должна быть прочность для баланса. Плюс это дополнительная возможность кастомизации своего динозаврика. Представьте, какой кайф снаряжать перед рейдом своих динозавров. Кому-то цепляешь деревянную броню для маневренности, кому-то стальную для танкования, почти как снаряжение корабля в Atlas или в Last Oasis. Как вам такая идея? Следующая обещалка — разум Дина. Динозавры станут умнее. Ориентирование в мире будет рассчитываться по новым алгоритмам. Проще говоря, существа теперь реально будут слышать, чуять и видеть, а не тупо агриться на игрока, если он зайдет в поле, прописанное разработчиками у каждого динозавра. В Ark 2, чтобы не агрить на себя динозавриков, придется двигаться как в Red Dead Redemption. По ветру, на корточках, а еще желательнее в камуфляже. Также обещают, что существа перестанут застревать и тупить даже в постройках игроков, то есть теперь их нормально можно будет возить на фоллоу, наконец-то. Например, в Конане проблему с застреванием решили проще. Компаньон тупо телепортируется за спину, и все. А какие существа вообще ожидаются? Из трейлеров, которых уже целых 2, можно понять, что игроки встретят старого доброго Рекса, Тиранодона, Бронтозавра, Раптора, Тодо, неизвестное растение, ящерица, Аратаи, о них расскажу позже, Археоптерикс, и судя по разным скриншотикам, где показывали оружие с запчастями от животных, то там появится Аллозавр, Титанобуа и Саблезуб. Это пока что все животные, которые известны. Ну, скорее всего, список будет намного больше. Половина из Арка и новая какая-нибудь часть динозавриков, чтобы хоть какое-то разнообразие было среди всей этой флоры и фауны. Я надеюсь, что летающих дина, таких как в Арке, не будет вообще. А если и будут, то они будут не с полетом, а с парением, как у дрейков или мейвингов. Такой подход подойдет лучше концепции игры. Раз решили сделать примитивное выживание, то и летунов нужно приземлить. Банально для того, чтобы чувствовался размер мира, чтобы в полной мере заработал их обещанный паркур, ну и просто для баланса. Флаймаунты убивают открытый мир. Спросите у любого игрока в World of Warcraft. Либо поиграйте на карте Аберрация, и вы кайфанете от того, как начинают играть все эти крылья аберрантные, кирка для скалолазания, дрейки и так далее. Еще одно нововведение — Аратаи. Местные, почти первобытные племена. Коренные жители, они не хотят видеть игроков на своей планете. Они живут своей жизнью. Строят базы, приручают Дина и нападают на игроков. Прям как мод NPC Bash для оригинального Арка. Еще одна польза моддинга. Разработчики всегда могут дернуть что-то для себя в игру. Но больше похоже, что система будет работать немножко по-другому. В определенных точках будут распиханы аванпосты с этими самыми Аратаями и их динозавриками, на которых верхом они передвигаются. Этот самый аванпост будет как место фарма.
Заходишь туда, убиваешь всех, исчезает это все, потом постройка и все, идешь нахер. Налеты на игрока будут после переполнения местной кармы из-за чрезмерного убийства аратаев. Подобная система есть в Мифке, Оазисе и Конане в разных вариациях. Наиболее приближена к описанию это Мифка. Обещает ввести новую механику, случайные события. На ум сразу же приходят случайные события из Red Dead Redemption и GTA 5. Я так понимаю, что нас будут ждать следующее. Например, Додошка угодила в капкан вот этих вот местных аратаев, и вам нужно ее либо спасти, либо добить. А это вдруг может быть вообще западня какая-нибудь, они там в кустах сидят и ждут вас, чтобы гопнуть. Вот и думай, надо оно тебе, или мимо пройдешь. Подобную функцию можно реализовать красиво, как в играх выше, а можно, как это делают в выживалках. Надпись на пол экрана: на вас напали какие-то твари, отбивайтесь. Ну вот что пишут разработчики по этому поводу. События включают в себя процедурно-динамические сценарии, такие как скопление существ водопоя, раненые животные, выслеживание сильной добычи, поиски логовищ родительских существ и их детенышей и многое другое. Почти все это было в миссиях Ген 1 и Ген 2. Это просто открытые миссии. Это миссии, как из Ген 1 и Ген 2, которые будут просто происходить в открытом мире, вне зависимости от присутствия игрока. Они будут постоянно идти циклом. Какая-то странная система на самом деле. Столько всего интересного ждет в Арк 2. А знаешь, где еще есть кое-что достойное твоего внимания? Моя страничка на Бусти. Бусти — это сервис для поддержки создателя контента. На моем Бусти вас ждет ранний доступ к видео без рекламы и цензуры, доступ к эксклюзивным материалам, например, концепт-арты, сливы, не вошедший видеоконтент и другое. Упоминания в каждом моем ролике, которое выглядит вот так, доступ к секретному дискорду и другие бонусы. В разработке сейчас находятся боевые раскрасы для людей едино, картинки для флагов и холстов. Для первой части Арк на моем Бусти уже есть что глянуть. Например, первую версию этого ролика. Концепт-арты Арк 1, фотки моего кота и несколько затерянных роликов. Минимальная подписка стоит 29 рублей. Монетизации на ютубе нет, а деньги за свой труд я хочу получать. Оставлю ссылку в описании, подпишитесь. А если у вас есть свой проект и вы искали площадку для его публикации и получения благодарности от ваших последователей, то Boosty вам подойдет. Гибкая настройка, возможность проводить стримы, загружать видео и картинки, многоуровневый доступ, быстрые выплаты. Мою реферальную ссылку оставлю в описании. Регистрируйте свой Boosty. Система навыков. Обещают огромное древо развития персонажа с кучей навыков, как активных, так и пассивных. Из примера это тот же Atlas и Myth of Empire. В Атласе и навыки и крафт запиханы в один раздел, а вот в Мифке есть разделение. Отдельно можно прокачивать постройки какие-нибудь и навыки. Много всего интересного можно реализовать через навыки. Да хотя бы классическую систему классов. Танк, хил, ДД, РДД и т.д. и т.п. Или просто какие-нибудь мощные скиллы. Тот же пинок спартанца, прыжок сверху и так далее. Естественно, будет в первый же день мегабилды, где за игрока все просчитают и предоставят лучший вариант развития навыков. Новая система строительства. Обещают возможность создать шаблон своей базы. Игрокам позволят создавать 3D-модель постройки без закладывания в нее ресурсов. Этот шаблон можно расшарить для других игроков, размещать его где угодно и на каком угодно сервере. Его могут изменять другие игроки по вашему желанию, если вы откроете им доступ. Можете хоть вы сами в любой момент его изменять, как вашей душе будет угодно. Затем, когда заготовка будет доведена до идеала, то ее можно разместить в мире и начать долгожданное строительство, просто закладывая в нее определенное количество ресурсов, как в том же Форесте, например. Постройка будет готова и осязаема. При желании можно будет загрузить шаблоны из интернета. Теперь строить мегабазы станет намного проще. Хоть и обещают все это дело оптимизировать, используя новые технологии рендеринга, но в раннем доступе с вероятностью 98% все это будет лагать. Кстати, о лагах. Графика. Арк 2 разрабатывается на движке Unreal 5. Обещают полный спектр услуг данного движка. В последнем трейлере все выглядит красивенько. Сочная листва, проработанные динозаврики, водичка, лучи света, крутые тени и прочие радости визуального кайфа. Первый Арк и так выглядел неплохо для игры 2015 года и выглядит сейчас. А от Арк 2 отвиснет челюсть. Unreal 5 движок хороший, оптимизированный. О чем говорить, если некоторые разработчики отказываются от своих движков в пользу Unreal. Графика будет бомбической. Движок просто в обращении. Множество бесплатных ассетов, из которых можно сделать все, что угодно. Все его хвалят. Наконец-то подоспел Next Gen. Арк 2 станет одной из немногих игр в ближайшее время, которые выйдут на этом движке. Вот полный список, что мне удалось найти. Будет ли игра с забагованным лагающим адом? Ну, первый месяц в раннем доступе точно. А вот дальше должно быть лучше. Но на всякий случай пекарню, а лучше обновить. Сейчас как раз цены стали почти адекватными на видюхе. Итак, что может дать Unreal 5?
Технология Nanite улучшает и упрощает рендеринг моделей. Базы теперь можно строить там гигантских размеров. Технология Lumen — реалистичное освещение без RTX. MetaHuman — технология, позволяющая создавать внешность людей более реалистичной. Всякие системы симуляции жидкости, реалистичные туманы, дым и прочее. Симуляция реверберации звука позволяет сделать реалистичное эхо в замкнутом пространстве. Звук постепенно угасает, а система просчитывает это индивидуально, исходя из параметров прорисовки площади. Улучшенный физический движок. Тут все проще. Законы природы работают более корректно. Модели персонажей двигаются реалистичные, о чем не скажешь по первому трейлеру, да? А физика работает так же, как и в реальном мире. Это первые результаты по запросу в поисковике. Ожидается бомба. Ark 2 будет временным эксклюзивом для ПК и Xbox. На плойке выйдет позже, но только на 5-й. 4-я не потянет. Большой акцент разработчики делают на моддинг на консолях. Они реализуют на них моды при помощи стороннего ресурса Mod.io. Моды будут доступны сразу, как только игра появится в ранний доступ. Любой человек сможет создать свой контент для Ark 2 при помощи Unreal 5. Ограничения по созданию лишь в умах создающих. Жду в первую секунду после релиза мод на CJ или на Гомера Симпсона. Так как игра большая, то разработчики из студии Wildcard взяли в помощь еще одну студию, Groove Street Games. За этой студией числится один косячок. Они создавали переиздание или ремастер трилогии GTA. Вышло так себе, но вроде как они исправились. А так Groove Street Games помогали разработчикам Арка портировать его на мобилки. А теперь немного про главного героя Ark 2. Человек, вокруг которого все возводится. Вин Дизель, продюсер Ark 2. Он сам обратился к Wildcard с предложением сиквела Ark с собой в главной роли. Дизель заядлый игрок. Только в Арке у него 1К часов. С Ark его познакомил сын и понеслось. Помимо Ark, Дизель участвовал в разработке других игр с собой в главной роли. Это Вилман и Риддик. У Дизеля есть своя игровая студия, Tigon Studio. В игровой индустрии опыт у него есть. Все игры относительно успешны. Я помню, как залипал Вилмана, а вот Риддик мой комп не потянул. Дизель занимает сразу 3 должности. Это президент по творческому сближению, исполнительный продюсер Ark 2 и исполнительный продюсер мультсериала по вселенной Ark. Еще не считая его роль в сюжете. Также, если изучать интервью, то Дизель обещает франшизу Ark на больших экранах. Это значит, что либо разрабатывается какой-то полнометражный мультфильм, либо уже снимают какой-нибудь фильм, но пока об этом ничего не известно. Ну что ж, подведем итоги. Ark 2 звучит как игра мечты. Вин Дизель пи***т динозавров верхом на Рексе. Крутая графика, крутой геймплей Souls-like, динамичный мир, реалистичные динозавры. Правда, нового и уникального во всем этом мало. Все эти вот новые механики и так далее были реализованы в других выживалках. Мифка и Conan наиболее приближенные к задумке Ark 2. С Мифкой вообще сейчас судится из-за похожести исходного кода. Про Myth of Empire у меня на канале есть куча стримов, если интересно, гляньте. Но на самом деле главное, чтобы в Ark 2 было интересно играть, и без разницы, кто там что у кого не сплагиатил и так далее и тому подобное. Кто там кем вдохновлялся, вообще это третье дело. Главное, чтобы в этой игре можно было проводить десятки тысяч часов. Настораживает, что ничего не сказали про карту. Какие размеры, что вообще из себя представляет, кроме джунглей и кусков космической станции. Как вообще будет устроен сервер, система трансфера, как в первой части, или может быть система мира из Атласа. Ну, короче, вопросы еще есть. Рассказали они только крупицу какую-то информации. Больше информации можно получить на 24-часовом ежегодном благотворительном стриме разработчиков, который пройдет 5 ноября. Расскажут про Ark 1, мультсериал и Ark 2. Я, конечно же, сделаю ролик с кратким пересказом всей этой новой информации сразу же после стрима, не пропустите. А датой выхода пока что числится 2023 год. Может быть, это будет начало года. Обычно он долго без контента Wildcard не оставляет. Но так как проект большой и сложный, и Вин Дизель приложил руку, то и делать будут дольше. Тем более, опять же, в конце года уже есть какое-то крупное обновление с новым динозавриком для оригинального Арка. Надеюсь на достойную замену Ark 1 в лице Ark 2. Первая часть за 7 лет уже порядком приелась. Но не настолько, чтобы перестать играть в Ark. Приглашаю вас на наш проект по игре Ark Survival Evolved. Наша фишка — сервер без вайпов и с карты для массового разведения Дина, где можно создать своего монстра. Сервер PvE, почти все карты в кластере. Множитель x2 на все, по выходным x3. В игре есть магазин за время, играй, получай очки и трать их на Дина, скины, инструменты, ресурсы и так далее. Перед началом не забудь прочитать правила на клавишу F1 в игре. Там, кстати, подробнее можно узнать про сервер. Оставлю ссылку на наш Discord, группу ВК и сайт. Подключайся. А мы продолжаем. Все звучит круто, но на практике реализовать адекватно все обещания довольно сложно. Интернет все еще помнит No Man's Sky. Уже 3-й год Hello Games исправляет Шона Мюррея. Спасибо за просмотр, загляни в описание и подпишись. Я вернулся.